постоянном информационном шуме сложно оставаться невозмутимым и спокойным. Нам мешают переживания, гнев, беспокойство. Тем более сейчас пора отпусков и поступления в учебные заведения. С нами гость Сергей Витищенко. Сергей, здравствуйте. Скажите, в чем суть медитации? Суть медитации – оставаться в осознанном состоянии. Медитации бывает большое количество направлений, видов. И давайте, наверное, я сегодня про это расскажу. И как вы правильно заметили, то, что мы сейчас живем в таком информационном поле, где очень много стрессов, тревоги. Хотел бы даже вас сейчас спросить, вы сегодня испытывали стресс либо тревогу в течение дня? Конечно, и не один. И вот сегодня я расскажу лайфхаки и конкретную медитацию, как сделать так, чтобы снять стресс и тревогу. Так, замечательно, замечательно, Сергей. Скажите, а есть ли какие-то противопоказания для медитации? Противопоказания, естественно, есть. Первое, что это расстройство личности, это диссоциация, это шизофрения, это те болезни, которые связаны с центральной нервной системой, либо которые были недавно операции именно на головной мозг. Но опять же, это противопоказания, они не всегда, как сказать, применимы. Дело в том, что у человека, у которого диссоциация личности, у которого раздвоение личности, либо шизофрения, он просто не сможет медитировать. Это вот основные являются противопоказания. Даже при глубокой депрессии есть рекомендации к медитациям, чтобы выйти из депрессии. То есть, я правильно вас понимаю, перед тем, как заняться медитацией, надо проконсультироваться с врачом? На самом деле, если у вас такой вопрос стоит, тут, как сказать, консультироваться не нужно. Если у вас есть расстройство личности, если у вас есть шизофрения, диссоциация, вы просто не дойдете до медитации, вы просто не сможете медитировать. К вам это не придет в голову, у вас будут совершенно другие мысли, идеи и так далее. Понятно. Логичный ответ. А какие медитации, точнее, какие направления медитации существуют вот, на сегодняшний день? Хороший вопрос. Дело в том, что если я вас спрошу, что вы знаете о медитации, вы расскажете свой опыт. Вообще сейчас, в наше время, мы живем что про медитации слышали очень много людей. И кто-то пробовал, кто-то не пробовал, кому-то заходит, кому-то не заходит. И кто-то негативно, кто-то положительно об этом высказывается. Но давайте сейчас я постараюсь разложить все по полочкам. Во-первых, какие виды медитации есть. Я подразделяю на 3 больших вида. Первый вид – это динамические медитации, когда мы используем наше физическое тело, когда мы либо танцуем, либо делаем какие-то физические упражнения под определенную музыку, может быть, под мантры. Динамические медитации, допустим, медитации Оша. Это вот первый вид таких медитаций. Это вот мое подразделение. Второй вид медитации – это концептуальные медитации, либо медитации на концентрацию. К примеру, мы можем слушать музыку. Опять же, элементарный, наверное, пример. Мы заходим в YouTube, находим какую-либо, вбиваем медитация, мы находим какой-то красивый ролик, там у нас есть музыка, также голос, мы включаем наушники и медитируем. То есть это медитация под голос, когда у нас есть на чем-то концентрация. Также концептуальная медитация – это медитация на воображение. Мы можем представлять, как у нас открывается третий глаз. Мы можем представлять, либо направлять свое внимание в различные части тела. Мы можем что-то визуализировать. Мы можем визуализировать. Сергей, простите, перебью. А можно вот простым языком, потому что у нас… Хорошо. Я тогда буквально кратко. Первый вид даже подразделения медитации – это динамический. Второй вид медитации – это концептуальная, это медитация на концентрацию. А третий вид медитации – это медитация mindfulness, медитация осознанности, которой как раз я являюсь и преподаватель. Вот знаете, вот то, о чем мы говорили до съемок, что как вот в народе считается и говорят об этом в социальных сетях, что медитация – это остановка мыслительного потока на время медитации, и что способствует спокойствию и вашей невозмутимости в жизни. Так ли это? Сколько людей, столько и мнений. Я сразу же хочу развеять этот миф. Расскажу, наверное, немножко свой опыт, буквально пару секунд. То, что как только я начал изучать тему медитации, это буквально было лет 5 назад, и там какие были рекомендации? Я набрал в Яндексе «научиться медитировать». Первое было это «сядьте поудобнее в любое положение, расслабьтесь, закройте глаза». А второй там пункт был «остановите мыслительный поток». Я думаю, как можно остановить мыслительный поток? Это же, к сожалению, это невозможно сделать.
десятки тысяч лет эволюции, либо миллионы лет эволюции. Наш неокортекс, наш ум, разум, сознательное, бессознательное, наша логика постоянно подкидывает различные мысли. И в медитации, и вообще в простой жизни, в повседневной, в которой мы живем здесь сейчас, невозможно остановить мыслительный поток. Я вам даже могу рассказать притчу про Далай-Лама. Это конкретный пример, это реальная история. Если кратко. Хорошо, она заключается в том, что Далай-Лама проводил медитацию, и после этого к нему подошла женщина и говорит: Далай-Лама, спасибо вам большое. Я уже медитирую 3 года, и я остановила полностью мыслительный поток, у меня мыслей вообще нет. Далай-Лама на нее смотрит и говорит: а расскажите ваш успех, в чем секрет? Потому что я медитирую 30 лет, и у меня никогда не получалось остановить мыслительный поток. И тут опять у нас заключается, как сказать, вот информация, которая написана в интернете. Наша задача не остановить в медитации именно, не остановить мыслительный поток, потому что это сделать невозможно, и не контролировать мыслительный поток. Задача в медитации стоит в 3 пунктах. Это распознать мысль, осознать мысль и растождествиться с мыслью. То есть рассоединиться с этой мыслью. Просто быть наблюдателем, наблюдать эти мысли, но не контролировать и не остановить, потому что это невозможно. Быть наблюдателем. Зафиксировал ответ. Знаете, я сегодня провел эксперимент, вот взял листок и ручку и начал записывать вот весь поток этой информации, что в голове. И за короткий период времени я исписал 2 страницы и понимаю, что мысли разного характера и жанров. То есть это и позитивные, и негативные, это и переживания. Вот. И с этим сталкивается человек ежеминутно, ежесекундно. Все правильно говорите, мысли не бывает ни плохих, ни хороших, мысли бывают разные. Да. Опять же, это понятие условное, субъективное. И задача в медитации просто распознавать. Опять же, такая метафора, как будто бы вы стоите на обочине дороги и едут машины. И вы, вот к вам в голову приходит, допустим, пришла к вам тревога, вам сейчас тревожно. И вы эту машину наделяете мыслью, даже не мыслью, как сказать, вы эту машину ассоциируете именно с тревогой. Вот машина едет, и машина уехала, тревога уехала. Либо вам пришла какая-то мысль, идея, инсайт, и то же самое, она уехала, эта мысль. Ну, то есть вы просто наблюдатель, вы стоите на обочине дороги, едут машины, а машины — это различные мысли, чувства, эмоции, ощущения в теле. И ваша задача не бежать за этими машинами, не пытаться их контролировать, не пытаться их догнать, либо сесть в эту машину, а просто быть наблюдателем, растождествляться с этими мыслями. Сергей, вот для наших телезрителей есть какая-то простая инструкция по эксплуатации медитации? То есть, чтобы каждый, кто нас сейчас смотрит, смог ее попробовать? Да, естественно, есть. Сейчас вам скажу, тем более, как я сказал в самом начале, мы сейчас живем в такое время, у нас большой информационный поток. Да. В нашей жизни очень много стрессов, тем более сейчас у нас лето. Кто-то поступает, кто-то увольняется с работы, кто-то устраивается на новую работу, люди женятся, разводятся. Ну, в общем, жизнь бьет ключом. И в нашей жизни эмоции, тревог, страхов, ну, большое количество и хороших эмоций, и плохих эмоций. Опять же, это все условно, не бывает там хороших, плохих эмоций, просто бывают эмоции. И простая, стандартная техника, чтобы оставаться в состоянии здесь, сейчас, чтобы быть расслабленным. Это, ну, как это уже такой конкретный пример. Первое, что сесть поудобнее. Если вы сидите на стуле, то ноги под 90 градусов, прямая спина, то есть у нас 2 таких фактора. Так. Ноги 90 градусов, прямая спина, закрываем глаза. Неважно, в каком вы помещении находитесь, вы можете дома, на работе, в офисе. Мы прямо сейчас пробуем это. Конечно, конечно. Дорогие телезрители, вы можете с нами сейчас попробовать медитировать. Заодно и все вместе научимся, кто этого делать не умеет. Продолжим. Дальше включаем таймер на телефоне в зависимости от того, сколько у вас есть свободного времени и сколько вы готовы выделить время на медитацию. Ну, обычно для новичков это 3 минуты. 3 минуты это вполне достаточно. И такой же вот лайфхак, это лайфхак не только в повседневной жизни медитации, а когда вот нужно вам снять стресс, тревогу, когда что-то когда вам позвонил начальник, ругается на вас, что-то происходит совершенно вот непонятное, вы волнуетесь, нервничаете, вы хотите просто успокоиться, прийти в состояние нормы. В общем, садимся, ноги 90 градусов, закрываем глаза, прикрываем и начинаем дышать. Во время дыхания мы мысленно повторяем вдох, выдох. И все свое внутреннее внимание направляем именно на воздух, который заходит через носоглотку в легкие и выходит. Про себя повторяйте вдох, выдох
направляете все свое внутреннее внимание на дыхание. Если мысли приходят, это нормально. Просто повторяйте про себя вдох, выдох. Сергей, вот в ускоренном темпе сейчас провели медитацию. И знаете, очень непривычно и интересно получилось это делать. Это интересный опыт. Опять же, вы на Да, своем опыте да. уже можете... Да, это интересный опыт, и как-то легкость какая-то чувствуется. Вот именно когда начал дышать правильно, вдох-выдох. И единственная мысль, которая посещала, это вдох-выдох. Вот Это вот. нормально, Да, это нормально. да. Опять же, вы просто направляете, мы говорим вдох-выдох, чтобы те мысли, которые к нам приходят, когда мы говорили в самом начале про остановку мыслительного процесса, мы немножко наш мозг сейчас обманываем. Мы направляем всю его работу именно на вдох и на выдох, мы повторяем. И еще фишка медитации в том, что вот вы промедитируете когда 3 минуты, и у вас зафиксируется состояние. Состояние будет спокойное, осознанное, хорошее состояние. И вот это вот состояние вы потом переносите на весь оставшийся день. То есть это лайфхак в том, что когда утром, кстати, я лично рекомендую медитировать по утрам до приема пищи, когда вы встали там в 6 утра, либо в 7 утра, когда у вас там по времени, и до приема пищи там 3 минуты, 5 минут, 20 минут, у кого сколько времени, и смотря сколько вы можете себе позволить. И вот это вот состояние во время медитации, вы потом его забираете на весь день. И вы в течение дня уже гораздо меньше реагируете на эмоциональные триггеры. Вас гораздо сложнее вывести вообще из себя. Вы гораздо более собранный, спокойный, сконцентрированный, ясный. Ну, то есть вот это состояние, оно, опять же, я вам сейчас это рассказываю, но вы это можете пережить только на своем опыте. И все, что я хочу вам донести, вам сказать то, что попробуйте утром медитировать, и в течение дня вы поймете свое состояние. И на следующий день вы поймете, блин, как классно я провел этот день, как хорошо. То есть, Сергей, вот чтобы зафиксировать, это вот 3 критерия, которые мы получим при помощи медитации. Это спокойствие, концентрация. Это все, да? Это не все. На самом деле, каждый, кто приходит к медитации, у каждого свой запрос. И то, что он хочет, он получает в медитации. Опять же, тут нужно только начать, потому что по статистике, не знаю, там возьмем, допустим, не знаю, 100 человек, и у каждого свой запрос на медитацию. Да, есть основные базовые какие-то, это спокойствие, это снятие тревоги, это состояние равновесия, это состояние осознанности. Осознанности — это быть в настоящем моменте именно. Вот когда мы с вами сейчас медитировали, когда вы дышали, вы были не в прошлом, не в будущем, потому что у нас мы были именно в настоящем, потому что наша мыслительная деятельность и в процессе всего дня наш мозг так устроен, то что около 90% времени мы находимся либо в мечтах и в тревогах о будущем, либо мы вспоминаем прошлое, какие-либо события, ситуации, наши паттерны поведения, то, что было вчера, позавчера, в детстве. И лишь маленький процент времени мы находимся в настоящем. Но вся жизнь-то проходит в настоящем. И вот медитация нам дает такой, как сказать, большой лайфхак, большой такой бонус, то, что именно быть в настоящем моменте, здесь и сейчас. И еще также медитация нам помогает избавляться от различных запрограммированных действий. Мы уходим от автопилота. Мы, опять же, у нас есть прошлый багаж знаний, у нас есть паттерны поведения, у нас есть наш предыдущий опыт. И наш мозг выстраивает концепцию нашей жизни, наши действия, опираясь на прошлый опыт. И мы, опять же, примерно 90% нашего времени все время какие-либо действия, мысли, либо... Да вообще все, что угодно в жизни мы делаем на автопилоте. Сергей, я благодарю вас за столь подробный ответ. Вам большое спасибо. Об этом отдельно, более подробно с вами поговорим. Еще один вопрос. Конечно. Надо ли обладать какими-то
природными качествами, чтобы медитировать? Ну, может быть, это какая-то своя определенная аудитория, или по-простому кому-то дано, а кому-то нет? Дано медитировать всем. И Всем. когда мы в Яндексе вбиваем, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, в любой социальной сети медитация, и что мы видим? Мы видим красивые картинки, когда женщины, мужчины в позе лотоса, полулотоса в Тибете, в горах медитируют, они руки в мудры различные сложили. Это все не настоящая медитация, это все красивые картинки. Настоящая, реальная медитация, она происходит... Это маркетинговый ход. Это примерно для привлечения внимания, чтобы люди, Понятно. ничего себе, я так же хочу, я тоже быть хочу, красивым, богатым, счастливым, здоровым и медитировать в горах. Настоящая медитация совершенно другая. Настоящая медитация — это когда вы дома, а вы еще сказали то, что дано ли всем медитировать. Да. И иногда возникает то, что у людей болит либо спина, либо недавно были перенесены различные операции. То есть у нас нет задачи садиться в позу лотоса, полулотоса, ноги по-турецки. Можно в японском стиле, опять же. Главное, можно сесть на стул. Главная фишка в медитации — и сесть в такую позу, чтобы мы были расслаблены. То есть поза, она имеет второстепенный фактор. Просто у некоторых людей по физическим различным ограничениям не получается сидеть так, как в Инстаграме, красиво не знаю, в позе лотоса там. Ну, то есть это я говорю к тому, что любой человек, пенсионеры, независимо от возраста, от пола, от нации, от вероисповедания, от расы, от социального положения, любой человек может начать медитировать. Замечательно, это доступно каждому. Это бесплатно, это эффективно. И главное, что это бесплатно. Конечно. Да, и полезно. Сергей, кто вас учил медитации? Либо вы сами научились, самоучка? Первое, что хотел сказать, хороший вопрос вы задали. То, что Спасибо. прежде всего это свой собственный опыт. Потому что, как говорил Будда, грубо говоря, я сейчас перефразирую слова, не верьте никому, верьте только своему опыту. То, что вы на своем опыте испытываете, то, что вы ощущаете, проживаете. Я начал медитировать, изучать медитацию около 5 лет, постоянно медитирую около 2 лет, даже уже больше. Учился я в США, мы жили там Mindfulness, также я учился у Игоря Будникова, это такой известный преподаватель медитации Mindfulness в России, у других различных мастеров, посещал много випассаны, ретритов, обучений, и как-то вот все скомкано теперь, я, то есть интегративные такие знания везде взял, от различных школ, от различных мастеров, от различных профессионалов. И теперь я сам уже делюсь и сам рассказываю свой опыт, свои знания и помогаю людям сделать первый шаг именно в медитациях. Замечательно, Сергей. Ну что ж, дорогие телезрители, у нас в гостях был Сергей Витищенко. Сергей, спасибо, что Вам пришли. большое спасибо. И напоследок, друзья, хочу сказать, что, надеюсь, вы что-то полезное для себя вынесли. Берегите себя и своих близких, медитируйте. Всем пока!